19 августа 1923 года морозным вечерним часом на маленьком, отдаленном острове Врангеля, расположенном в 160 километрах к северу от побережья Сибири, Ада Блэкджек сидела одна, укрытая в тяжелую оленью куртку, и готовила очередную скудную порцию еды, которая стала для нее привычной рутиной. Когда она, с трудом собравшись с мыслями, уселась за стол, чтобы поесть, в тишине ночи она вдруг услышала шум. Он был отчетливым и мелодичным, как будто свистела маленькая птичка, щебеча о весенних надеждах. Она не обратила на него внимания и усталой головой легла спать, полная тревожных мыслей о своем одиночестве. На следующий день, в 6 часов утра, она снова услышала этот звук, но на этот раз она знала, что это был корабельный свисток. Сердце ее забилось быстрее, когда она осознала, что, возможно, ее спасали. После 2 долгих лет, полных испытаний и выживания на замерзающем пустынном острове, ее пленительное чувство надежды вспыхнуло, как яркая звезда. Схватив бинокль, который она хранила среди своих немногочисленных вещей, Блэкджек выбежала на улицу, полное ожидания и волнения. Вдалеке она увидела шхуну и члены экипажа, которые радостно бродили по берегу, похожие на ангелов, пришедших, чтобы освободить ее. Она прыгала от счастья, смеялась и плакала, когда радость переполнила ее и вылилась слезами счастья. Она пробыла на острове 703 дня, из которых 57 дней провела в полном одиночестве, однако ее воля к жизни и упорство помогли ей справиться с постоянными вызовами. Ее спаситель, капитан Гарольд Нойс с корабля «Дональдсон», был весьма впечатлен. Он рассказал следующее. «Даже я, который уже давно перестал верить в существование героических людей, бессознательно был немного взволнован и потрясен силой ее духа. Она действительно стала женщиной Робинзоном Крузо в реальном мире. То, что она выжила, было огромной заслугой ее невероятных навыков адаптации в условиях суровой дикой природы. Сага о выживании Ады Блэкджек стала одной из самых экстремальных и поразительных историй выживания в истории. Остров Врангеля, этот пустынный ледяной остров, стал ее сценой, местом, где в одиночку ей пришлось сражаться за свою жизнь. История Ады Блэкджек начинается именно с этого таинственного и морозного острова, который располагается примерно в 100 милях к северу от побережья Сибири и более чем в 250 милях от Аляски. На острове невыносимо холодно в течение всего года, а окружающие воды замерзают большую часть года, что делает его доступным только в мечтах. Однако под его суровой поверхностью находятся богатые залежи металлов и нефти, которые когда-то привлекли внимание канадского исследователя Вильямура Стефансона. Он мечтал претендовать на эти земли для Канады, но его попытка потерпела неудачу. В 1921 году он разработал новый план, ставя целью захват острова для Великобритании. Он нанял команду из 4 исследователей – Алана Кроуфорда, Милтона Галля, Лорна Найта и Фреда Маурера, которые должны были остаться на этом холодном и пустынном острове, чтобы заявить свои права на него. Все, что было нужно команде, это швея, которая могла бы говорить по-английски и немного готовить для них. И Ада Блэкджек идеально подходила для этой цели с ее навыками и опытом. История Ады Блэкджек переплетается с ее жизнью. Она была инопиаатом, родившимся в Номи, Аляска, где природа часто испытывала людей на прочность. В 16 лет она вышла замуж за скандально известного дрессировщика собак по имени Джек Блэкджек, который жестоко обращался с ней и регулярно их бивал. Нелегкая жизнь оставила о себе след,
и она родила 3 детей, 2 из которых, увы, умерли в младенчестве, а 3 страдал от серьезной болезни – туберкулеза. В конечном итоге муж бросил ее, оставив одну заботиться о больном ребенке, которого она была вынуждена отдать в приют, пока не сможет заработать достаточно денег, чтобы содержать его. Времена были тяжелые, и предложение Вилли Альмура Стефенсона стало для Ады настоящим божьим даром. Он предложил ей $50 в месяц за контракт, который мог длиться год или 2. Эта сумма была достаточной, чтобы она поехала в Сиэтл и обеспечила лечение своего ребенка. Она согласилась и стала частью той злополучной команды, которая в конце концов должна была встретиться с ужасной судьбой в глуши Арктики. Команда переехала на остров Врангеля, и первые несколько месяцев их жизни были наполнены счастьем и весельем. Вильям Альмур Стефенсон заверил их, что через 6 месяцев прибудет другой корабль, который привезет дополнительные припасы. Запасы продовольствия, как кажется, были более чем достаточны, чтобы продержаться более 6 месяцев, по мере того, как команда ела и охотилась, проводя время за сбором различных биологических образцов с этого неповторимого острова. Однако время не стояло на месте. Прошло 6 месяцев, и когда лето медленно и неумолимо преломилось в суровую осень, команда осознала, что обещанный корабль с припасами не придет. Возможности для охоты стали исчезать, либо стесненные длинными зимними ночами, когда всего 61 день темноты повис над их головами. Их пайки быстро подходили к концу, охота не приносила еды, и вскоре еда стала не хватать для поддержания жизни и здоровья. Голод, одиночество и смерть нависли над ними, как туча, наполненная знаками непогоды. Тем временем один из членов команды, Найт, заболел цингой, и его состояние внезапно изменилось. Он стал чувствовать непреодолимую слабость и вялость, его суставы болели, а десны начали кровоточить, словно предвещая трагичный конец. Состояние Найта стремительно ухудшалось, и вскоре он оказался прикован к постели, не в силах бороться с недугом. В январе 1923 года, когда смерть нависла над их головами, команда приняла трудное и рискованное решение. Кроуфорд, Галле и Маурер отправились в непростой поход через замерзшее море, полное опасностей и испытаний, в поисках помощи. Это была ситуация «сделай или умри», как написал Маурер в последнем письме своей жене. Достигну ли я своей цели или нет, это еще предстоит увидеть. Если судьба будет благосклонна ко мне, я буду иметь удовольствие рассказать тебе об этом. Если против меня, то кто-то другой, без сомнения, расскажет тебе обо всем. Больше этих мужчин никто не видел. Вернувшись в лагерь, Блэк Джек поняла, что ей необходимо выжить ради сына и ради Найта, который быстро угасал на ее глазах. Хотя она никогда не пользовалась оружием, она сама научилась использовать его, чтобы добывать мясо. Она построила платформу, с которой могла наблюдать за страшными белыми медведями и в случае опасности спасаться от них. Она ставила ловушки для песцов и училась стрелять в птиц и тюленей, смекалисто и настойчиво осваивая навыки охоты. Это было нелегко, ведь один промах с выстрелом означал целый голодный день, который, казалось, тянулся бесконечно. Затем, 23 июня 1923 года, Найт умер, оставив Блэк Джек одну в этом ледяном аду. Поскольку у нее не было сил похоронить тело Найта, она оставила его в спальном мешке, построив вокруг него стену из коробок и старых запасов, чтобы защитить его от диких животных и природных стихий. Хотя перспектива жизни в одиночестве была пугающей и ужасающей,
Ада не падала духом, продолжая ежедневно и изнурительно бороться за свою жизнь. Даже когда ее надежды угасали, она записывала все свои мрачные мысли в дневник и старалась мотивировать себя остаться в живых ради своего ребенка, которого она так любила. 2 года спустя, когда ее наконец спасли, удача наконец-то улыбнулась ей, и когда ее спросили о ее товарищах по команде, она разрыдалась от горя и сказала: «Здесь нет никого, кроме меня. Я совсем одна». После возвращения Блэк Джек стала настоящей знаменитостью, о которой говорили многие, в том числе и высокопоставленные люди. Но ей было все равно на славу и известность, ведь ее единственной целью было выжить и вернуться к своему ребенку. И она добилась этого блестяще, несмотря на все трудности. Хотя Стефан Сан не выплатил ей все причитающееся, он прислал достаточно денег, чтобы Блэк Джек смогла наконец воссоединиться с ребенком и отвезти его в Сиэтл, где лечение туберкулеза мальчика было успешным и дало ему второй шанс на жизнь. В Сиэтле Ада снова вышла замуж, но в 1937 году вернулась в Ном, где и умерла, оставив после себя наследие силы и умения выживать. Ей было 83 года, когда она покинула этот мир. Ада Блэк Джек остается одним из ярких и вдохновляющих примеров сильной женщины, которая заботится о других, мужественно справляется с любыми препятствиями и прежде всего не теряет голову в самые трудные времена. Ее история – это история о стойкости и чести, и она вдохновляет нас верить в силу духа и силу, с которой можно преодолеть любые жизненные испытания.